Дорогие друзья, давайте сделаем с вами общий расклад на 3 позиции. Первая, вторая и третья. Посмотрим, что же происходит между вами и загаданным человеком. Определяйтесь, выбирайте колоду и начинаем. Итак, первая позиция, что же между вами. Так, здесь женщина, влияние какого-то третьего лица. Что же происходит между вами и загаданным человеком? Смотрите, ну здесь человек может быть не свободен, да, карта женщины на это указывает. Десятка пентаклей — это семейная карта, это указание на то, что он находится в браке, в стабильных отношениях. Вы с ним, смотрите, можете быть коллегами по работе, у вас какие-то общие дела, какие-то общие цели и перспективы. Но здесь однозначно ваше с ним взаимодействие достаточно продуктивное, вы идете вперед. Что же в вашем общении с ним? Вы знаете, ну здесь мужчина такой достаточно активный. Несмотря на то, что он в отношениях, несмотря на то, что есть женщина еще одна, он испытывает к вам страсть. Причем, вы знаете, здесь чувство не только к вам, а еще вот и к той барышне, с которой он в браке, с которой он в отношениях состоит. Здесь действительно он испытывает к ней чувства. К вам же здесь страсть, от которой он старается уйти. Он старается уйти от тех эмоций, которые он к вам испытывает. Потому что понимает, скорее всего, что для него семья, семейные отношения в приоритете. Да, у вас с ним взаимовыгодное сотрудничество, вы даете с ним друг другу то, что вам нужно. Причем здесь, знаете, здесь может быть не только вот совместная работа, какие-то проекты, а именно вот обмен эмоциями. Вам не хватает чего-то, и вы дополучаете это в нем, ему чего-то не хватает, и он дополучает это в вас. И, возможно, смотрите, шестерка кубков — это давнее какое-то знакомство, либо же вы мыслями уноситесь, и он уносится мыслями в какие-то события, которые связаны у него с ностальгией, да, здесь вот именно воспоминания, которые играют такую достаточно важную роль, которые помогают ему чувствовать себя достаточно хорошо. Но еще раз повторюсь, здесь от эмоций человек старается уйти. Что же здесь с вашей стороны? Вы ждете, у вас ожидание, у вас надежда на что-то, и это ожидание вам дается, ну, так скажем, непросто. Возможно, вы здесь тоже не свободны, потому что здесь выходит десятка кубков. Также десятка кубков у нас символизирует родственность душ, да, вы в нем видите родного человека, вы в нем видите того человека, который может подарить вам вот это тепло внутреннее, вот это ощущение гармонии внутренней, того, чего вам так нужно, того, чего вам так не хватает. А что же с его стороны? Ну, он стабильный. Вы знаете, он наслаждается вашим общением, он получает от него удовольствие, но здесь достаточно противоречивые чувства, потому что здесь он от этих эмоций старается уходить, закрываться, старается в них не углубляться, и из-за этого находится во внутреннем конфликте, потому что он понимает, что для него его стабильность важна, ему важно его семейное положение, ему важно сохранить то, что он имеет, потому что вместе с теми чувствами, которые он испытывает вот к той женщине, с которой он в браке, с которой он в отношениях, у него могут быть общие какие-то финансовые вопросы, также общее имущество, которое он не захочет терять. К чему могут привести ваши отношения? Карта императрица, император. Смотрите, ну все браки, которые существуют на данный момент, они останутся нерушимые. Императрица, то есть супруга законная, останется на своем месте. И император, супруг законный, тоже останется на своем месте. Здесь в этих отношениях женщина, то есть вы, если женщины смотрят, да, здесь они
больше заинтересованы в этих отношениях, в этом развитии, в этих эмоциях, которые вы получаете, нежели мужчина. Поэтому здесь вот именно, если вы планируете эти отношения сохранять и поддерживать, то здесь должны быть какие-то вот импульсы, какие-то шаги именно с вашей стороны, потому как мужчина здесь, да, ему нравится, ему приятно, но у него несколько иные приоритеты. Давайте посмотрим совет карт для вас. Вам нужно принимать решение, быть где-то холоднее, возможно, закрыться от эмоций, закрыться от чувств, да, что же тогда будет? Вам нужно переключиться на что-то другое. Смотрите, как только вы отпустите этого мужчину, как только вы отпустите этого человека, вы получите шанс на новые отношения. Здесь этот этап завершится совершенно точно. Завершится этот этап, и вы достигнете той цели, к которой стремились. У вас будет надежда на новые отношения, шанс на новые отношения, поэтому смело отпускайте, не держитесь. Здесь вас ждет что-то более стоящее. Благодарю вас, первая позиция. Переходим к двоечкам. Единички, я жду от вас комментариев, у кого как отыгралось. Переходим ко второй позиции. Так, двоечки, что между вами? Так, а между вами мужчина. Если в первой позиции была между вами женщина, то во второй позиции это мужчина. Так, что же между вами на настоящий момент? Женщина, мужчина. Смотрите, ну, вы слишком разные, и, скорее всего, здесь вы в браке. Вот он, король пентаклей, да, вы жаждете этих отношений, вам интересны эти отношения, но, скорее всего, вы не свободны. И из-за того, что вы не свободны, здесь может развитие быть несколько медленнее, чем вы того планировали. Здесь присутствует ревность, здесь вы друг за другом наблюдаете, здесь вы ищете возможности получить какую-то информацию друг от друга. Могут быть конфликты. Конфликты из-за мужчины, да, из-за императора. Здесь не свободна женщина. Да, здесь конфликты, опять же, на фоне существующего семейного положения. Здесь женщина не свободна. Да, совершенно верно. Но знаете, здесь, несмотря на то, что вы не свободны, здесь желание развивать отношения есть. Здесь, знаете, милые бранятся, только тешатся. Несмотря на трудности, несмотря на какие-то конфликты, вы все равно идете вперед. Несмотря на свое семейное положение, вы хотите развивать отношения с данным мужчиной. Так, что же конкретно с вашей стороны? И он, кстати, этого тоже хочет. С вашей стороны, смотрите, вам важно сохранить то, что вы хотите. Да, вы влюблены в этого человека, у вас есть чувства, но здесь есть осознание, что что-то нужно менять. Здесь нужно кардинально что-то менять для того, чтобы в эти отношения идти. Что со стороны человека? Он не хочет вас отпускать, он не хочет вас терять. Он сожалеет о том, что ситуация такова, и он ждет. Вы знаете, он находится в ожидании более подходящего момента. Он живет надеждой на то, что все-таки выбор вы свой сделаете в пользу него. А что же он хочет, чтобы вы сделали? Что же он хочет, чтобы вы сделали? Вы знаете, в настоящий момент его устраивают тайные отношения. Ему достаточно хорошо и комфортно, но он считает, что ваши отношения достойны развития, что здесь развитие быть может, и оно будет таким продуктивным и достаточно многообещающим. А что же здесь будет? Но здесь нужно будет поработать.
Здесь нужно будет чем-то пожертвовать, да, старыми отношениями нужно будет пожертвовать, побороться, но опять же есть ограничения. Здесь нужно будет вот эти преграды, возможно, опять же, это семья общая, это дети, это у кого-то общее имущество, общие какие-то финансовые дела, и этим нужно будет жертвовать. И отношения с загаданным человеком, с человеком, которого вы загадали, вы будете вот именно выстраивать по принципу, да, по принципу любви, по принципу счастливого шанса. Здесь у вас есть возможность на построение чего-то серьезного. Но учтите, что здесь нужны перемены, и здесь нужны жертвы. Здесь так просто не обойдется. Но человек в настоящий момент, несмотря на все трудности, несмотря на все конфликты и ссоры, он наслаждается тем, что между вами есть. Есть сожаление, но есть и моменты, которые его радуют. Да, здесь ему вас мало, здесь человек очень вас любит, и вам нужно быть сильной для того, чтобы сделать правильный выбор и закончить вот этот сложный период. Иначе вот эта вот неопределенность будет тянуться. Здесь будут либо продолжаться неопределенные отношения, да, с наличием конфликтов и каких-то споров, либо нужно делать выбор в пользу каких-то одних отношений, чтобы полноценно уже их развивать. Благодарю вас, двоечки. Жду ваших комментариев по поводу того, как все отыгралось. Очень интересно. Идем к третьей позиции. Что между вами, троечки? Между вами искренность. Между вами искренность. Между вами такие детские, наивные отношения. Между вами такие отношения, когда, возможно, кто-то боится брать на себя ответственность, боится делать первый шаг. Но в этом, знаете, в этом может заключаться вся их прелесть. Итак, что же между вами? Третья позиция. Разбитое сердце. Тоже треугольник. Тоже треугольник. Смотрите, здесь женщина очень хочет отношений, но, возможно, опять же, из-за наличия третьих лиц, здесь что-то не получается. Здесь вот из-за женщины происходит невозможность двигаться вперед. А что же с этой женщиной не так? Вы знаете, здесь есть цели общие. Здесь важно понять, за что вы боретесь. Здесь такое ощущение, что женщина не может определиться, что же ей нужно на самом деле. Но шанс на развитие отношений также имеют. Просто здесь вот идет некоторая борьба, когда каждый тянет одеяло на себя, а в данном случае нужно понять, что у вас цель-то общая в этих отношениях. У вас не разные цели. Вы должны понять, что вы боретесь за одно общее такое благое дело. Тоже нужно что-то менять, тоже кардинально от чего-то отказываться, либо это переезд, либо уход от старых отношений, принятие какого-то серьезного решения, которое связано с переменами, но пока все в таком... в одной паре, так скажем, да, ничего никуда не развивается, и вы скорее приглядываетесь друг к другу. Такой, так скажем, конфетно-букетный период. Вы разные. Мужчина холодный, женщина стабильная. Да, у кого-то может отыграться семья, тоже не свободная пара, тоже треугольники. Во-первых, здесь разность ваша, да, вы совершенно разные люди. Но здесь тоже есть шанс на развитие, шанс на движение вперед. Но опять же, здесь нужно для полноценного развития начинать все с чистого листа, а на сегодняшний момент вы шансов на это не видите. Вот те шансы, которые вы видите, вас не устраивают. А те шансы, которые вас могли бы устроить, вы пока не видите. Итак, что же с вашей стороны? Что с вашей стороны в этих отношениях? Резкость, холодность, выстраивание границ. Вы знаете, вы как будто бы закрываетесь, отстраняетесь. Вот смотрите, если вы в браке, то здесь вам важно сохранить своего императора, да, вы поэтому не торопитесь принимать своего решения. Что же ваш загаданный человек? Смотрите, а у него могут быть чувства тоже вот кому-то, кроме вас.
Но отношения развивать с вами он хочет. Здесь страсть. И он готов работать над отношениями, готов вкладываться. Но смотрите, помимо вас может тоже испытывать симпатию к кому-либо. К чему могут привести ваши отношения? Здесь тоже хорошие очень перспективы. Вы достаточно хорошо, так скажем, совместимы, несмотря на то, что вы разные. И здесь получится развитие. Но смотрите, опять же, если кто-то не свободен, отношения будут тайными. И развиваться они не будут. Но друг друга отпускать вы не хотите. Вам нравится вот то ощущение, когда вы друг рядом с другом. Да, у мужчины однозначно есть чувства, есть эмоции, есть страсть по отношению к вам. Какой здесь совет вам в этой ситуации, троечки? Легче воспринимайте ситуацию. Если вы готовы к треугольнику, то, пожалуйста, будьте в треугольнике. Если всех все устраивает, двигайтесь вперед, только не пролетите мимо. Но все равно здесь есть моменты, которые стоит прояснить. Здесь между вами много недосказанностей. Нужно убирать вот эту инфантильность, нужно убирать вот эту вот несерьезность, да, несмотря на то, что ко многим проблемам нужно относиться легко, здесь все-таки нужно уметь принимать решения. Да, здесь нужно делать выбор. Возможно, новое начало, но от чего-то опять также придется отказываться. И смотрите, к тому, что происходит сейчас, старайтесь относиться легче, старайтесь относиться несколько более просто, не воспринимайте все в штыки. Умейте найти баланс между достаточным количеством серьезности и не впаданием в какую-то панику. Здесь вот именно нужно балансировать, здесь вот нужно найти ту позицию, в которой вы сможете принять здравое решение. Благодарю вас, троечки. Жду комментариев, у кого как отыгралась каждая позиция. Благодарю вас и до новых встреч на раскладах.